Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам историю игрока, которого зовут Ренат. Сейчас он полностью прокачанный игрок, который является рейдером и танком своего союза в одном из сильнейших русскоговорящих альянсов 84-го штата. С самого начала он также сталкивался с многими испытаниями, о которых захотел рассказать и поделиться с вами своим видением об этой игре. А именно, как лучше развиваться, чему стоит отдать должное внимание при улучшении своего поселения с первых дней игры. Как тем, кто готов инвестировать в игру, так и тем игрокам, которые развиваются без вложений, исходя из материальных либо принципиальных побуждений. Так что все, что вы сейчас услышите, это мнение и опыт Татар Малае, которые были сформированы за долгий пройденный путь в игровом мире State of Survival. Ну а теперь я озвучу все его мысли, которые он хотел вам донести. Друзья, рад всех видеть на канале Гора. Меня зовут Татар Малае, и я надеюсь, что мои мысли и доводы покажутся вам полезными. Прежде всего хочу сказать, что это всего лишь игра. Если вы решили вкладывать деньги в игру, оцените свои возможности и четко поставьте цель, к чему вы хотите прийти. И обязательно все просчитайте, так как в противном случае вы просто вложите деньги, не получив от этого никакие преимущества перед другими игроками. Вы можете доверять или не доверять мнению, описанному ниже, но я основываюсь на опыте игры всей моей команды, как с вложениями, так и без них. После длительной войны русскоязычных пользователей, играющих без вложений с одной стороны, и иностранных игроков с большими финансовыми вложениями с другой стороны, мы поняли, что финансы в этой игре решают не все и далеко не всегда. Сейчас наш клан входит в топ-3 сильнейших кланов штата, и именно игроки этих трех альянсов, находясь в разных командах на протяжении всей жизни штата, решали ее судьбу. Прежде чем перейти к стратегии, о которой я хочу рассказать, для понимания общей картины я расскажу немного о нашей истории. Когда родился наш штат 29 декабря 2019 года, то практически с того самого момента началась ожесточенная конкуренция и ежедневные войны иностранных игроков с русскоязычными. Все это привело к тому, что я начал инвестировать в свой аккаунт для защиты от 6 сильнейших иностранных игроков с вражеского клана. В процессе постоянных инвестиций в игру стало понятно, что донат в этой игре решает далеко не все. Со своим полностью фиолетовым снаряжением шефа год назад я сражался на равных с сильнейшими иностранными игроками, у которых на то время было всего лишь зеленое и слабое снаряжение, но во множестве раз более продвинутые технологии в лаборатории. В отчете ниже вы увидите мою битву от обороны моей крепости 26 уровня против донатора-агрессора 30 уровня. На тот момент был третий месяц игры нашего штата. Канала Гора еще не существовало, и мы всему учились на собственных ошибках. Тогда мы не знали, что нужно в срочном порядке улучшать штаб до 30 уровня, как для увеличения размера рейда, что казалось нам не столь важным, так и для улучшения лабораторий до 30 уровня, чтобы открыть все технологии внутри, что по глупости мы также считали неважным, предпочитая в приоритете прокачивать снаряжение шефа и уровень войск. После таких вот отчетов иностранцы поняли, что с русскоговорящими игроками лучше сотрудничать. Война на истребление длилась 3 месяца. Русскоязычных игроков искоренить не смогли, наступило перемирие, но между сильнейшими, а вот большие кланы без сильных рейдеров, которые поддерживали нашего врага на всех этапах войны, оставили на растерзание. С ними не было заключено мира, мы их просто уничтожили, прилетели выжить слабую половину их клана, а сильная половина убилась об наши стенки самостоятельно. Вот и отчеты. Когда в штате наконец-то воцарился мир, самый сильный игрок нашего штата поделился со мной откровением, что полностью прокачанная ветка боя в лаборатории сопоставима по ценности с полным комплектом золотого снаряжения шефа, полностью улучшенными золотыми медалями или снаряжением героев. Вот так выглядит максимально прокачанная ветка боя в лаборатории. Атака, оборона, здоровье и смертоносность плюс 47,25% ко всем отрядам и плюс 111,75% каждому показателю определенного типа войск. В
то время как снаряжение шефа это всегда атака и оборона, а медали шефа и снаряжение героев это всегда смертоносность и здоровье. При этом максимальные показатели медалей дают проценты выше, чем максимальные показатели снаряжения героев. Поэтому давайте рассмотрим, как выглядит максимальная статистика по медалям и снаряжению шефа. Плюс 85,85% к атаке и обороне добавляет каждое снаряжение. И так как два из них увеличивают показатель одного и того же типа, то в сумме мы получим плюс 171,70% к атаке и обороне каждого типа войск. Медали в свою очередь добавляют плюс 35,39% к смертоносности и к здоровью. А так как 6 из них увеличивают один и тот же показатель, то здесь мы получим плюс 212,34% к смертоносности и к здоровью каждого типа воинов. Статистика внушительная, но здесь не хватает атаки, обороны, здоровья и смертоносности отрядов. А ветка «Бой в лаборатории» дает такую возможность. В целом мы видим, что боевая статистика лабораторий не сильно отстает по своим возможностям, в отличие от максимального снаряжения шефа и его медалей. При этом все технологии можно закрыть намного легче, в отличие от всего остального. Поэтому я очень рекомендую сделать упор на развитие технологий, а об этом я сейчас расскажу поподробнее. На мой взгляд, чтобы любой русскоговорящий игрок развивался максимально эффективно в игре, независимо от того, вкладывает он деньги в игру или нет, необходимо придерживаться следующих правил с самого начала игры. Первое. Строить штаб до 30 уровня, игнорируя остальные постройки, а все универсальные ускорители тратим исключительно только на исследование технологий. Второе. Построить лабораторию до 30 уровня, чтобы разблокировать все технологии для исследования. Третье. Возвести до 30 уровня полигон, гараж, казармы, госпиталь, место сбора и базу героев. Параллельно с этими постройками полностью исследовать ветку развития в лаборатории в первую очередь. Притом сначала в приоритет нужно ставить исследование ускорения технологий, которое повышает скорость исследований. Зачем полностью исследовать всю ветку развития, спросите вы. Как уже было сказано в предыдущем ролике, 300 дней без доната, иметь высокую боевую мощь аккаунта очень важно. Как для вас лично, так и для вашего альянса. А ветка развития помогает эффективнее воевать, так как вы максимально повысите вместимость госпиталя и скорость лечения раненых. Также ветка развития поможет вам строить войска в большем количестве и быстрее, что ежедневно увеличивает вашу боевую мощь. Разумеется, изучать технологии нужно всегда на экономических талантах шефа, о чем также много раз говорил Гор на своем канале. После закрытия ветки развития сразу же переходим на ветку бой и начинаем усиленно ее изучать. Разумеется, все это дело нужно подкрепить постоянным участием на всех событиях по максимуму в сильном и активном альянсе. Как сделать развитие технологий максимально эффективным и быстрым? Это главная тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Многие игроки тратят свои биокапсулы на ускорение постройки зданий, технологий и войск. Кто-то более предприимчивый и тратит капсулы на повышение VIP уровня для получения дополнительных универсальных фрагментов героя или на рулетку Рея. А я предлагаю альтернативный вариант, который на мой взгляд эффективнее рулетки Рея и 9 уровня VIP. Это повышение уровня шефа. Максимальный уровень шефа 60, и многие русскоязычные игроки впадают в заблуждение, что они получат его быстро и бесплатно, просто участвуя в событиях вроде бета-войны. Ведь после постройки 30-го штаба дают много очков опыта шефа в наградах в ежедневных заданиях «Миссия развития», что шеф у игроков становится сразу с 49-51 уровня. Всего-то 10 уровней до максимума, подумаешь, но это не так. Большинство опытных игроков зависают на 55-56 уровне и остаются там на 5 месяцев или даже больше. А открытие новых уровней без приложенных усилий становится сложнее, как и открытие VIP 10, игроку, который вообще не тратит деньги на игру. Наша задача получить 59 уровень шефа. Это нужно для того, чтобы полностью закрыть последний талант типа ускорения технологий на экономической ветке талантов шефа.
Закрытие всех талантов данного типа дает вам ускорение исследования технологии на 118,50%. И если прибавить к этому таланту ускорение технологий в ветке развития в лаборатории, то это еще плюс 27,80%. И в итоге мы получим ускорение на 146,30% к уже имеющейся стандартной скорости исследования технологий в 100%. То есть это означает, что с полностью закрытой веткой развития и экономическими талантами 59 уровня шефа мы будем открывать все технологии со скоростью 246,30%, а это в 2,5 раза быстрее игроков, которые открывают технологии на военных талантах и без технологии развития. И в этом есть необходимость, так как суммарная продолжительность всех технологий на начальном уровне ветки боя довольно внушительная – 10 лет, 11 дней и 50 секунд. А продолжительность всех технологий ветки развития – 2 года, 187 дней, 21 час, 45 минут и 8 секунд. Это при условии, если не использовать бонусы ускорения, биокапсулы и вообще не тратить ускоритель. И даже с их помощью вам придется исследовать это долго. Сколько стоит 59 уровень шефа после открытия 30-го штаба и получения всех наград с опытом шефа в миссии развития поселения? Допустим, после получения наград миссии развития у вас имеется 50 уровень шефа, что вполне себе реальный показатель. Чтобы открыть с 51 по 59 уровень, потребуется 4 миллиона 710 тысяч опыта шефа. Да, на первый взгляд это много, но если грамотно выстроить развитие поселения так, чтобы основные ресурсы использовались на улучшение уровня шефа, то это можно легко организовать за год и плюс-минус 3-4 месяца, в зависимости от уровня ваших вложений в игру и вашей активности во всех событиях. Как можно получить опыт шефа? Первое – это активированный VIP 8, который дает вам 5000 опыта шефа каждый день. Я не рекомендую тратить капсулы на VIP 9, лучше остановиться на VIP 8 для открытия 6-го похода, что позволит сэкономить капсулы для повышения уровня шефа. Второе – бета-война альянсов. Если вы попали в основной состав из 60 человек в своем союзе на один из 3 путей, то в каждом из 5 раундов 5 раз в неделю у вас есть возможность выиграть опыт шефа. За одну победу над соперником дают 3000 очков. За 2 победы подряд в первом раунде над 2 соперниками вы получите 4000 очков. Итого у вас есть возможность выиграть до 20 тысяч очков в неделю в данном событии. Третье. Сделка дня в магазине. В среднем там дается возможность купить 400 очков опыта шефа за 360 капсул в день. Четвертое – это рыночный киоск, в котором за биокапсулы вы также можете получить опыт шефа. Пятое – магазин резервуара, который дает возможность купить 2000 опыта шефа раз в 2 недели за 1000 серебряных монет, которые вы можете получить при участии в рейде на резервуар. Шестое – магазин ставок в Лиге резервуаров. Дает возможность раз в 3 месяца купить 10 тысяч очков опыта шефа за 5000 монет для ставок. Седьмое – это зона заражения, за участие в которой вы получаете от 200 до 2000 опыта шефа за каждую зону, в зависимости от того, как часто вы били зараженных. Рекомендую бить минимальное количество зараженных большими группами одновременно. Так можно выполнить в день несколько зон и таким образом получить не только опыт шефа, но и части снаряжения героя. Восьмое – это безумная гонка. Отличный вариант для тех, кто может позволить себе вложить в игру от 5 до $50 в месяц. При покупке дополнительных наград за $10 дается возможность получить 18 тысяч очков опыта шефа раз в 2 недели, а также 10 фрагментов новых героев, ускорителей и капсулы. Минимальный, приятный и эффективный набор. Девятое. Выполнение ежедневных заданий. Получение 7 ежедневных ящиков, обязательных для улучшения вашего поселения, где 3-й ящик дает заветный 1200 очков шефа. 10. Магазин биокапсул. Здесь по курсу 1 к 1 можно купить очки опыта шефа за капсулы.
11. Это карнавалы, в которых вам нужно убивать зараженных клоунов, садовников и многих других. Чаще всего они проходят в конце каждого месяца, в течение которых среди всего штата разыгрываются, как правило, 10 обликов штаба навсегда, которые дают плюс 2% к атаке войск. При нападении на уникального зараженного данного события вы получаете до 30-40 тысяч очков шефа, если постоянно тратите все попытки на его уничтожение. А с комбинацией героев Майк, Повар и Трэвис вы получите максимальное количество опыта шефа события, плюс сэкономите выносливость. 12. Это разовые события, такие как спасение города Камут, новогодняя елка, китайский Новый год, лотерея и многие другие. Их магазины и сами события суммарно дают приблизительно до 5000 очков опыта шефа раз в месяц. 13. Само по себе повышение уровня шефа дает вам новые очки опыта, за открытие примерно до 3000. 14. Ящик славы. После накопления 54 тысяч очков чести с ящика можно получить 800 очков опыта шефа. Тут все зависит от активности альянса. Если подвести итог всех этих расчетов, можно сделать вывод, что без вложения ваших финансов в игру вполне реально получать около 390 тысяч опыта шефа каждый месяц, если сделать упор в вашем развитии на улучшение уровней шефа. Еще можно покупать комплект наград в безумной гонке, это прибавит 36 тысяч очков опыта шефа в месяц за $20. И покупать опыт шефа за капсулы, примерно по 40 тысяч опыта шефа в месяц. В этом случае прирост опыта шефа будет составлять 465 тысяч очков каждый месяц. Если вы намерены вкладывать в игру больше денег, то накопленные капсулы опять-таки помогут вам быстрее улучшить вашего шефа. Таким образом, чтобы получить 4 миллиона 710 тысяч очков опыта шефа, для того чтобы поднять его в развитии с 50 уровня на 59, потребуется около 10-11 месяцев игры. Если без вложения денег, то к этим цифрам нужно прибавить еще 3-4 месяца, в зависимости от вашей активности. А как раз через год начнутся самые длинные по времени изучения технологии в лаборатории. И в этот момент вы оптимально и вовремя используете свои навыки шефа для максимального сокращения времени изучения. Итак, все капсулы мы тратим на уровень шефа, сочетая с событиями, в которых нужно тратить биокапсулы. А уровень шефа повышаем на этапах по уничтожению зараженных для возобновления выносливости. Все, что касается универсальных фрагментов героев и универсальных ускорителей, то их я рекомендую копить от полугода до года включительно. Чем дольше продержитесь, тем лучше будет результат. Если вы будете тратить универсальные фрагменты героев на открытие всех героев сразу, вам не хватит фрагментов для улучшения самых сильных героев до ранга генерала, а это ваш приоритет. Не нужно бояться остаться без того или иного героя, если вы собираетесь их прокачивать в будущем после улучшения сильнейшего поколения. Знайте, что их можно купить за купоны позже и намного дешевле. Поэтому универсальные фрагменты нужно копить, чтобы через год можно было взять новых и самых сильных героев во время подходящего события, получив при этом еще и топовые награды. Идеально, когда через год все сильнейшие игроки в штате, которые активно инвестировали в игру, уже улучшили все свое снаряжение. Тогда конкуренция на событии «Выживут быстрейшие» будет минимальной, и вы как рядовой боец сможете забрать первое место и получить 300 фрагментов новейшего героя, в дополнение к уже накопленным универсальным фрагментам. И тогда у вас даже будет шанс сделать всех трех сильнейших героев генералами. Рациональный подход к развитию касается и ускорителей. Тратьте со спокойной душой ускорители строительства на строительство зданий в соответствии с событием, чтобы забирать все награды за минимальный набор заданий на этапах. Тратьте ускорители технологий на исследования, ускорители обучения войск на их обучение, но делайте это все только сочетая с событиями. А вот универсальные ускорители лучше всего приберечь на день X. И через год, когда настанет ваш черед показать, как надо играть в эту игру без вложений и получать новейших героев и силу абсолютно бесплатно, вы сможете себя проявить. Какой будет вкусный микс, если ко всему прочему прибавятся и ваши успешно изученные технологии, и военные таланты 59-го шефа, тогда уж вам точно никто не захочет перейти дорогу.
А вот после открытия 59 уровня шефа можно уже задуматься о получении VIP 9 и о трате капсул на рулетку Ре, потому что с этих капсул вы уже выжили свой максимум для оптимального развития. И напоследок отмечу, как, на мой взгляд, необходимо максимально эффективно изучать технологии. Как я уже говорил, вы можете получить плюс 146,30% к ускорению изучения технологий от талантов шефа и ваших уже изученных технологий. Помимо этого есть талант шефа «Быстрое развитие», который сокращает скорость строительства зданий и изучения технологий на 20%. Баф штата и регалия губернатора, шеф-стратег, которые по отдельности добавляют по 10%, если дает обычный губернатор, и по 15%, если дает губернатор, победивший в войне штатов, а также бонус поселения, который максимально добавляет 15% за 5700 капсул. Итого максимальная дополнительная скорость исследования может составить 216,30 с учетом сокращенной на 20% стоимости любой технологии. Изучайте быстрые технологии до 7 дней в обычном режиме из веток развития и бой, а тяжелые и длительные технологии оставляйте на период активации регалий и бафов штата от губернатора. На него же припасите 5700 капсул для бонуса поселения. Так что играйте с умом, желаю вам удачи и побед над врагами в ваших землях. Ну что ж, друзья, это были мысли Татар Малае из 84-го штата, за что ему огромное спасибо. Если вам понравилась его стратегия или есть то, с чем вы не согласны, пишите в комментариях под этим видео. Также, если вам нравится формат, где опытные игроки делятся с нами своим видением развития штаба в игре State of Survival, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь к нашему Discord серверу, где вы найдете полезную информацию и сможете обсудить с опытными игроками стратегии и тактики игры. Ссылка в описании. А также, если вы хотите стать автором нового ролика, у вас есть свои мысли, как лучше всего развиваться, пишите мне, и мы обязательно воплотим ваши идеи в реальность. Ну а я благодарю вас за просмотр, никогда не спешите, играйте и развивайтесь с умом, продумывая все наперед. Берегите себя, увидимся в следующем ролике.